В этом выпуске мы хотим рассказать вам об острове Сада, шестом по крупности острове японского архипелага. Он расположен в Японском море и административно относится к префектуре Ниигата. Попасть на Сада можно с помощью парома, либо из самой Ниигаты, либо из порта Наэцу в городе Дзёцу. Дорога по морю занимает около 2,5-3 часов. Ученые считают, что изначально Сада был соединен с главным японским островом Хонсю, но отделился от него 16 миллионов лет назад в результате вулканической активности, а около 2 миллионов лет назад Земля начала разрушаться из-за кинетической энергии сжатия на дне океана. Считается, что территория поднялась до своей нынешней формы с горами Осада и холмами Посадо, зажатыми над равниной Кунинака. Подъем продолжается и по сей день из-за тектонических движений, таких как землетрясения. Люди на острове Сада живут уже более 10 тысяч лет. Об этом свидетельствуют найденные во время раскопок артефакты, такие как посуда и охотничье снаряжение позднего периода Яйой. Кроме того, сюда ссылали проигравших противостояние политических противников и диссидентов. В числе сосланных оказались даже 2 японских императора – Дзюнтоку и Нитирен. На удивление, вся основная инфраструктура острова находится в очень приличном состоянии. Аккуратные старинные деревянные домики в едином стиле, довольно неплохие дороги. В отличие от раскрученных туристических направлений, таких как Киото или Токио, здесь почти нет иностранных туристов, что, безусловно, делает это место особенным. Одним из традиционных развлечений для тех, кто все-таки сюда добирается, является катание в таких вот бочках-лодочках Рикия Канко Кисен, которыми умело управляют шкиперы-женщины. В 1601 году шахтеры обнаружили здесь залежи золота и серебра. Рудник Сада превратился в крупнейший золотой рудник в Японии. К середине 19 века его добыча достигла 41 тонны, и он сыграл важную роль в финансировании сёгуната. Благодаря внедрению передовых технологий в эпоху Мэйдзи в конце 19 века добыча выросла до 400 кг в год. Золотой рудник Сада закрылся в 1989 году. За почти 400-летнюю историю добычи он произвел 78 тонн золота и 2300 тонн серебра. Благодаря золотоносному руднику в 17 веке процветала и эта портовая деревня Сюкунеги. Расположенная напротив небольшого залива, она характеризуется тесными рядами из более чем 100 домов со стенами из корабельных досок и является национальным архитектурным достоянием Японии. Говорят, что деревня процветала до такой степени, что на крошечной территории, едва занимавшей гектар земли, была сосредоточена треть богатств всего острова Сада. Раньше крыши здесь были покрыты деревянной дранкой, закрепленной камнями, но в период Эдо в моду вошла черепица. Сегодня на крышах около 40 домов была восстановлена историческая кладка. Ее можно увидеть здесь. Префектура Ниигата славится своим рисом. Считается, что здесь он самый вкусный в Японии. Террасные рисовые поля, построенные на горных склонах для максимального использования пахотных земель, являются прекрасным примером того, как люди приспосабливаются к природному ландшафту, создавая живописные виды и поддерживая традиционное сельское хозяйство. Сейчас на острове постоянно проживают около 60 тысяч жителей. Как и в большинстве прибрежных районов Японии, здесь развито рыболовство, а рыба в местных ресторанах отличается особым вкусом.
Конечно, это далеко не все, чем славится Сада. Показать и рассказать обо всем просто невозможно. Но еще одно из удивительных мест этого острова мы бы все-таки хотели вам показать. Здесь, на острове Сада, известном своими горами, прибрежными красотами и богатой историей, находится, пожалуй, главная местная достопримечательность – Оногаме. Это массивное монолитное скальное образование высотой 167 метров, покрытое густой растительностью и по форме напоминающее гигантскую черепаху, ползущую к морю. Внушительное свидетельство величия природы. Оногаме без преувеличения можно назвать местом силы. Прогуливаясь по прибрежным тропам, можно почувствовать сезонный бриз и увидеть так называемые плавающие острова Футацугаме, расположенные на самой северной оконечности острова Сада. С конца мая по середину июня подступы к скале покрывают желтые цветы Табисима-кандзо, создавая сказочную атмосферу, напоминающую, как здесь говорят, врата в рай. Следуя по этой тропе, на вершину можно подняться примерно за 15-20 минут. Желательно при этом заранее запастись подходящей обувью. В некоторых местах дорога расположена под довольно серьезным наклоном. Финальный отрезок пути проходит по небольшому загадочному лесу. С вершины открывается захватывающий вид на 360 градусов.